Глава 631. Новое оружие. Все на нашей стороне, так что чудо-коммерция не скроет от вас никаких секретов. Мэн Цинву не была человеком, бросающим пустые слова. Она знала, что как бы преувеличенно это ни звучало, это не могло сравниться с настоящей демонстрацией, поэтому она приказала умному мозгу: «Зеро, пожалуйста, покажи всем образцы новейшего оружия». «Да, вице-городской лорд». Зеро направил несколько лучей света в центр конференц-зала. Эти линии переплетались, образуя трехмерное изображение. Это был дизайн для мех-костюма. На спине у него было 8 железных рук, что делало его похожим на гигантского паука. Этот мех-костюм полностью отличался от грубого дизайна, который был раньше. Этот костюм был очень обтекаем, наполнен ощущением технологии и мощи. Индивидуальный мех-костюм всегда был одним из самых важных видов оружия, разрабатываемого компанией, но по сравнению с предыдущими годами эта область исследований уже сделала серьезный прорыв. Зеро немедленно начал объяснять, и изображение изменилось. Пока он говорил, этот индивидуальный костюм паука-меха использует энергию высокой плотности, добытую с Луны, поэтому его энергия в несколько раз сильнее, чем раньше. Кроме того, он оснащен двухслойным щитом, который защищает альтернативно, в лучшем случае может защитить 6-8 атак с истинной интенсивностью духа. Он также оснащен 8 системами атаки и системой боевой помощи. Кроме того, костюм меха сделан из жидкого металла, поэтому он может свободно соответствовать форме тела. Мэн Цинву добавила: «Мы уже произвели 100 тысяч комплектов этих паучьих мех-костюмов и готовы вооружить ими самую сильную армию чудо-города. Я верю, что армия мех-костюмов будет главной силой на поле боя». После того, как Зеро закончил говорить о мех-костюме, снова вспыхнуло несколько лучей света. На этот раз это была металлическая кукла. Эта кукла была очень странной. У нее было не только тело, похожее на человеческое, но и пара странных треугольных крыльев на спине, так что она мог летать. Это недавно разработанный летающий робот чудо-компании. Он также питается кристаллическим маслом, добываемым с Луны, и имеет возможность сражаться на суше, море и в воздухе. Это оружие, используемое исключительно для борьбы, это марионетка без всякого ума или мысли. Он обладает абсолютной услужливостью, выполняет приказы абсолютно эффективно и абсолютно точно. Дальнобойные умные мозги будут управлять ими. Существует в общей сложности 10 комплектов систем атаки и оружия, они могут адаптироваться к любому полю боя. Мэн Цинву добавила: чудо-город уже произвел 50 тысяч таких летающих роботов. Когда они появятся, они, безусловно, будут кошмарами врагов. 6 великанов были удивлены, когда услышали это. Новое оружие чудо-города использовало кристаллическое масло, добытое с Луны, поэтому оружие было в несколько раз сильнее, чем раньше. Это увеличило мощь оружия и щитов, создав качественный скачок. Разрабатываемая Луна оказала большое влияние на чудо-город. Всего лишь 100 тысяч мех-костюмов и 50 тысяч роботов-солдат — это уже немалая сила. Добавим к этому экспертов крупнейших держав, этого едва хватило, чтобы сразиться с армией имперского уровня власти. Чудо-город также имел мощные военные корабли. Если они пошлют несколько боевых кораблей и несколько сотен истребителей Черного Грома, то смогут сражаться против одной или двух имперских держав. Как все могут видеть, как оборудование чудо-города было модернизировано. Наши истребители и корабли также были модернизированы. Есть также много других новых видов оружия, которые все еще не видели, особенно крупные прорывы в области оружия дальнего космоса. А теперь, пожалуйста, все посмотрите на это. Зеро получил разрешение Мэн Цинву и выпустил еще одно трехмерное изображение. Это было большое железное ведро с 2 железными крыльями, плавающими в глубоком космосе. Приглядевшись к нему повнимательнее, они увидят, что это не железное ведро, а внушительная гигантская пушка. Зеро представил его. Это новейшая разработанная в чудо-городе лазерная пушка дальнего космоса. Она расположена на высоте 500 тысяч метров от Земли, окруженная неглубоким слоем астрального ветра. На континенте нет ни одного живого существа, которое могло бы приблизиться к ней. Лазерная пушка — это специальная энергетическая пушка, обладающая высокой конденсированной энергией, а также сверхдальней точностью стрельбы. Это самое современное оружие нового поколения чудо-города. Лазерная пушка дальнего космоса может стрелять мощными лазерными лучами с высоты 500 тысяч метров, непосредственно посылая мощную атаку на цель на Земле. Этот вид оружия не имеет себе равных на поле боя. Дыхание лидеров Альянса стало тяжелым. Каким ужасным было это оружие, он висел в таком месте, где люди не могли попасть в него, и он мог атаковать любую цель на Земле.
Это было похоже на меч суда, висящий над их головой, тот, которому люди вообще не могли сопротивляться. Мэн Цинву увидела выражение лиц всех присутствующих и слабо улыбнулась. Лазерная пушка дальнего космоса — это новейшее разработанное оружие чудо города. Пока их только двое, но мы можем использовать эту битву, чтобы испытать их. Появилось такое оружие, о котором нельзя было позаботиться. Это определенно был кошмар для врагов. Эту лазерную пушку можно было использовать не только против врагов, но и для нападения на города врагов или любые скрытые сооружения, которые они могли иметь. При нынешнем уровне войны на континенте не было ничего, что могло бы защитить от такого оружия. Зеро выпустил еще одно трехмерное изображение, которое выглядело очень необычно. Оно было похоже на гигантский шар из железа, который был заполнен плотным массивом отверстий на его поверхности. Зеро объяснил, это ядро ракетной установки дальнего космоса, у него есть запас в 100 тысяч ракет, которые все управляются умным мозгом. Он может выпускать по 200 ракет каждую секунду, пока у него не закончатся ракеты. Если лазерная пушка дальнего космоса — это оружие с фиксированной точкой, то это ядро ракетной установки дальнего космоса — бок разрушения широкого диапазона. Мэн Цинву добавила, мы также только что сделали одну из этих сотовых ракетных установок, и мы можем использовать эту битву, чтобы проверить ее мощь. Жаль, что новый корабельный завод Чудо-города еще не построен, иначе с флотом Чудо-города, а также истребителями, мех-костюмами, роботами-солдатами, оружием дальнего космоса, наземным оружием и многими другими вещами на континенте нет ни одной силы, которой мы должны бояться. Будь то повелитель драконов или король эльфов, они были полностью убеждены. Они были не только убеждены, но и потрясены военной мощью Чудо-города. Эта сила в конечном счете будет доминировать в этом мире. Короче говоря, прежде чем сражаться с врагом, наш союз должен быть объединен. В конце концов Мэн Цинву добавила, в противном случае, на этот раз это город Западного моря, а в следующий раз мы не будем знать, куда еще будет нанесен удар. Ярость грома сказала, мы будем сражаться вместе с Чудо-городом. Правильно, правильно. Лопнувший коготь сказал без колебаний, мы будем сражаться вместе с Чудо-городом. Мэн Цинву удовлетворенно кивнула. Она начала составлять план обороны, и после того, как потратила время, чтобы позаботиться обо всем этом, аукцион по продаже шлема наконец завершился. Мэнин прямо спросил Чутяня, «Чутянь, быстро скажи мне, сколько стоит продажа на этот раз?» «Быстро рассказывай». Чутянь ответил, «Это всего лишь 450 миллионов». 450 миллионов. Так много. Мэнин была шокирована этой цифрой, но, поразмыслив, она почувствовала, что есть проблема, только 450 миллионов за 3 миллиона шлемов. Как такое возможно? Тогда Чутянь сказал, идиот, эти 450 миллионов прибыль нашего города чудес. Мы взяли только 10% от общего числа, остальные 90% были разделены между остальными 6 странами. 10% — это 450 миллионов, тогда общая сумма будет 4 миллиарда 500 миллионов. Мэн Ин почувствовала, что не может дышать, и сильное головокружение мгновенно заполнило ее голову. Хотя она знала, что чудо-шлемы были прибыльны, и она знала, что данные были в 3 раза выше, чем раньше, она никогда бы не подумала, что это создаст удивительное количество продаж в 4 миллиарда и 500 миллионов. Чудо-шлемы было немного хлопотно делать, но базовая стоимость была на самом деле очень низкой. 4 миллиарда и 500 миллионов были в основном прибылью, и каждая сила получала около 670 миллионов исходных камней. Императоры будут улыбаться так много, что их рты не смогут сомкнуться. Глава 632. Битва начинается. 6 империй были самыми большими победителями. Не говоря уже о том, что они зарабатывали 600-700 миллионов сразу, они также получали всевозможные выгоды от Чудо-города. Поскольку Чудо-город был таким искренним, а их исходные камни временно удерживались Чудо-городом, как они могли не отдать себя противлению полностью, темный ночной лес послал 40 тысяч рогатых священных зверей. Пылающая небесная империя послала 40 тысяч рыцарей огненного ястреба. Империя ветряной луны послала 40 тысяч божественных святых небесных всадников. Империя диких зверей послала 40 тысяч двуногих рыцарей золотого дракона. Территория драконов послала 20 тысяч драконов. Море преисподней послало 20 тысяч пожирающих душ зверей. Эти армии были козырными картами империй, с элитами, пришедшими из империи ветряной луны, империи диких зверей и империи пылающих небес. Темные ночные эльфы не посылали армию, но однорогие священные звери были летающими духами с боевой силой, которая была сильнее, чем у большинства демонических зверей 3-го уровня. Территория драконов напрямую послала 20 тысяч драконов.
Самый обычный дракон был сильнее, чем большинство демонических зверей третьего уровня, так была ли необходимость упоминать одного на вершине? Пожирающие души чудовища моря преисподней были высокоуровневыми неживыми монстрами, усовершенствованными личами, которых было достаточно, чтобы вселить страх в людей, которые просто слышали их имена. Хотя их было всего 200 тысяч. Это была очень страшная боевая сила. Даже если бы коалиция Большой Сухой Империи имела большую армию, и если бы они встретили такого рода подкрепление, они должны были бы должным образом пересмотреть свое решение. Единственная проблема заключалась в том, что было уже слишком поздно для армии 6 сил спешить в лес хаоса, и транспортные башни не могли отправить всех этих людей. Поэтому 6 армий собрались в Империи Ветряной Луны в центре континента, но даже на это ушло несколько дней. Свадьба в городе Западного моря была уже в самом разгаре. Континент был полон приготовлений. Фабрики шлемов 6 империй продолжали выпускать шлемы и отправляли их владельцам в каждый уголок мира. И если ничего неожиданного не случится, то до начала свадьбы все 3 миллиона, причитающиеся за шлемы, будут высланы. Армия Большой Сухой Империи начинает двигаться. Мэн Цинву сидела в командном центре форта городского лорда. После того, как она получила информацию, мощная информационная система чудо-города была полностью активирована. Там были десятки кораблей Небесного Ак, которые полностью контролировали ситуацию, они могли ясно видеть каждое действие Большой Сухой Империи. Чудо-город терпеливо ждал, не двигаясь с места. В основном они боялись получить травму. Не было ни малейшего шанса на ошибку. Они были нацелены на Западное море и имели четкую цель, так что проблем точно не возникнет. Большая Сухая Империя в значительной степени знала, что они не могли избежать наблюдения чудо-города, поэтому они ничего не пытались скрыть. Более миллиона солдат собрались вместе и волной хлынули к городу Западного моря. С их скоростью они могли добраться до города Нево за 2 дня. Как быстро могут прибыть армии 6 стран? Если доложить вице-городскому лорду, это займет как минимум 3 дня. Мэн Цинву постукивала пальцами по столу, наблюдая за плотной массой подписей жизни на трехмерной карте, которую составлял умный мозг. Она быстро начала составлять план. 50 тысяч мех-костюмов, 50 тысяч роботов-солдат, 4 военных корабля, 20 воздушных кораблей, 300 истребителей, 2 лазерные пушки глубокого космоса и ядро ракетной установки глубокого космоса, а также около 100 тысяч в подкреплениях от Альянса. В это была вложена почти вся их боевая мощь. Этой мощи было достаточно, чтобы противостоять армии одной империи, но если бы они хотели удержать армию в 1 миллион человек в течение дня, это было бы большим давлением. Мэн Цинву немного подумала, прежде чем сказать умному мозгу: «Зеро, проанализируй жизненные сигнатуры». Зеро был центральным интеллектуальным мозгом чудо-города, он достиг скорости обработки 100 миллиардов процессов в секунду. Он обладал самым сильным интеллектом из всех умных мозгов, и Зеро управлял сотнями вторичных умных мозгов в качестве ядра. Эти вторичные умные мозги управляли другими областями, такими как армия, производство, ресурсы, банк, охрана, город и все остальное. Когда Мэн Цинву отдала приказ Зеро, Зеро послал этот приказ умному мозгу. Умный мозг подключился к воздушным кораблям Небесного Глаза, припаркованным над врагом, и увеличил интенсивность радара нежити внутри воздушных кораблей Небесного Глаза. Они глубоко проникли в формирование Большой Сухой Империи, и эти данные были отправлены обратно в умный мозг, чтобы сформировать трехмерную карту. Карта в командном отсеке изменилась. Жизненные сигнатуры меняли затенение на основе силы, давая четкий результат. Это было похоже на то, как они думали, хотя 3 империи выслали миллион элит, только треть из них были козырными армиями этих империй. Это было всего около 300 тысяч. Распределение этой армии было немного интересным. Там был большой бледный цвет, и были более глубокие цвета, проходящие через него, делая его похожим на длинную змею. Хотя это было хорошо для засады, он не мог спрятаться от расследований чудо-города. Умный мозг сделал довольно много пометок на карте. Вице-городской лорд, основываясь на передвижениях и распределении сил вражеской армии, мы отметили место расположения их штабов. Миллионная армия состояла в основном из воздушно-десантных частей. И если бы не было равномерного распределения, это означало бы, что они посылают приказы, и эта армия вскоре погрузилась бы в хаос, будучи вообще не способной сражаться. Таким образом, для такого рода армии, если бы они могли уничтожить командные центры, это создало бы большие разрушения для всей армии. В такой ситуации их боевая мощь значительно уменьшилась бы. Мэн Цинву быстро связалась со штаб-квартирой Альянса. «Мисс вице-городской лорд, нашей армии все еще не хватает командующего фронтом». Мэн Цинву уже думала об этой проблеме.
Хотя Чудо-город мог посылать приказы с больших расстояний или использовать умный мозг, чтобы командовать армией, это была не просто армия Чудо-города в этом строе. Были также союзные армии Лесного Альянса и армии 6 стран. Командующий фронтом должен был бы координировать действия всех этих различных армий. Кто может быть командующим фронтом? В это время в зал вошел Чутянь. «Юная мисс, вам не нужно беспокоиться. Просто позволь мне быть командиром фронта. Перестань валять дурака». Мэн Цинву сердито посмотрел на него. «Если ты убежишь сражаться, то за кого выйдет замуж Ин? Разве у нас еще нет времени?» Чутянь героически сказал: «Я уничтожу армию 3 империй, а потом отправлюсь в город Западного моря, чтобы жениться, между ними нет никакого конфликта». Слова Чутяня были очень спокойными. Это давало людям неправильное представление, как будто уничтожить армию 3 империй было так же просто, как прихлопнуть группу мух. Мэн Цинву почувствовала головную боль, возникшую из-за этого. «Ты действительно уверен?» Чутянь кивнул. «Юная мисс может быть уверена, что ничего не случится». Мэн Цинву вздохнула. Она действительно не могла найти подходящего человека прямо сейчас, и кто, кроме Чутяня, имел квалификацию, чтобы командовать всеми армиями от имени Чудо-города. Хотя Мэн Цинву и обладала некоторой известностью, сама она была слишком слаба и не могла служить командующим фронтом. «Приготовьте оружие дальнего космоса. Мы разрушим командную систему противника». Когда Мэн Цинву активировал оружие, Чутянь уже покинул Чудо-город. Он вел армию прочь от леса хаоса как можно быстрее, спеша туда, где армия Большой Сухой Империи должна была устроить им засаду. Чутянь подумал, что его нынешней армии недостаточно, поэтому он сначала устроил космический склад рядом с полем боя. Он использовал космический склад для доставки большого количества оборудования из Чудо-города, включая ракетные грузовики, энергетические пушки, лазерные пушки и все виды тяжелого вооружения. В это время в коммуникационном устройстве в ухе Чутяня прозвучал голос Мэн Цинву. «Обратите внимание, вражеские силы находятся менее чем в 300 милях от вас. Оружие глубокого космоса Чудо-города уже было подготовлено, и мы начнем с оружия глубокого космоса». «Понял. Мы дадим им как следует это увидеть». Чутянь слегка улыбнулся и приподнял руку. «Пусть ракетная команда подготовится. Давайте скоординируемся с оружием дальнего космоса, чтобы сделать этим парням большой подарок». 30 ракетных грузовиков на вершине медленно подняли свои пусковые установки. Несколько сотен ракет были активированы одновременно, целясь прямо перед ними. Огонь! 30 ракетных грузовиков наполнились энергией, когда сотни ракет создали искры в воздухе. Они прыгали в небо из стволов ракет и в мгновение ока превращались в искры света. Этот момент ознаменовал истинное начало битвы. Глава 633. В хаосе. В битве за Чудо-город Большая Сухая Империя и Лесной Альянс уже затаили злобу, которую невозможно было сломить. Как империя и правитель, Большая Сухая Империя не могла вынести такого позора. За последние 10 лет, даже при встрече с другими державами уровня империи, Большая Сухая Империя никогда не терпела трагических потерь, как в Чудо-городе. Лесной Альянс все еще не был публично признан державой уровня империи, поэтому эта трагическая потеря заставила Большую Сухую Империю потерять свое лицо. Если бы это было нормальное королевство, не так уж важно, было бы не так обидно, в лучшем случае это было бы немного неловко. Но для Большой Сухой Империи эта потеря лица была не просто проблемой императора, она была связана с престижем и влиянием их империи. Престиж империи был связан с их выгодами. Любая имперская держава на континенте имела более сотни присоединенных держав. Большая Сухая Империя имела 130 атакованных держав, несколько воюющих королевств и десятки больших и малых королевств, а также несколько десятков больших семей и сект. Как они управляли всеми этими силами? Даже если бы армия Большой Сухой Империи была сильна, они не смогли бы управлять всеми этими местами. Эти приданные силы послушно следовали за Большой Сухой Империей главным образом потому, что боялись престижа империи. Это было влияние империи, которое поймало их в ловушку, заставляя их не сметь проявлять никакого пренебрежения к Большой Сухой Империи. Следовательно, чем сильнее империя, тем более лояльными были приданные ей войска, и тем больше дани они предлагали. Лицо империи было напрямую связано с этими преимуществами. С битвой за Чудо-город серьезная потеря Большой Сухой Империи размазала их лицо по земле. Над ними не только посмеялись другие империи, но и были затронуты связанные с ними силы. Они думали, что Большая Сухая Империя слаба, и они не будут использовать все, что у них есть, чтобы льстить им. В конце концов, это значительно уменьшит их дань. Конкуренты Большой Сухой Империи воспользуются этим шансом, чтобы повлиять на некоторых людей, сидящих на заборе.
Это поражение в Чудо-городе будет иметь долгосрочные последствия для Большой Сухой Империи, поэтому они должны были вернуть свое лицо как можно скорее. Чудо-город с каждым днем становился все более опасным, и если бы кто-то не видел его своими глазами, трудно было бы представить себе такой чудесный цветок, распустившийся на континенте. Чудо-коммерция была основана всего 3 года назад, достигнув такого подъема, которого другие не смогли бы достичь даже за 300 лет. Путь развития Чудо-города было совершенно особенным. Они не набирали солдат, не покупали лошадей, не отправлялись в экспедиции, не расширяли свои границы, но все же добились такого большого результата. Хотя Чудо-город отодвинул в сторону Большую Сухую Империю, Большая Сухая Империя продолжала наблюдать за ними, зная каждое их действие. После саммита Чудо-город становился все ближе и ближе с 6 державами уровня Империи, что заставляло Большую Сухую Империю чувствовать себя очень неуютно. Это был только вопрос времени, когда сила уровня Империи появится в области Леса Хаоса. Самым ужасным было не то, что на континенте существовала сверхдержава уровня Империи, а то, что Лес Хаоса был совершенно особенным местом. Он мог бы объединить все остальные державы и создать особый союз, превосходящий любую расу или империю. Если Чудо-город добьется этого, Большой Сухой Империи будет трудно продвигаться вперед, и они даже будут в опасности быть проглоченными. Пора было дать выход своему гневу, они должны были жестоко наказать Чудо-город в этой битве. Большая Сухая Империя заплатила за это заоблачную цену, специально попросив 2 большие армии прислать войска, создав эту армию численностью более 1 миллиона человек. Там было около 700 тысяч обычных солдат и около 350 тысяч пиковых солдат, а Большая Сухая Империя послала 150 тысяч из них. Эта армия была достаточно сильна даже для того, чтобы напасть на империю. Большой Сухой Император, лично командовавший армией, продемонстрировал свою преданность победе. Защита Чудо-города действительно была довольно хороша, но Большой Сухой Император не верил, что у города Западного моря была такая же защита. Если бы они уничтожили город Лесного Альянса, то это считалось бы равносильным прекращению влияния Лесного Альянса в Западном море. Это значительно уменьшило бы мощь Лесного Альянса, это позволило бы Большой Сухой Империи вернуть несколько присоединенных сил в Западном море. Если сфера влияния Большой Сухой Империи достигнет Западного моря, они смогут превратить его в плацдарм. Они могли бы продолжать разъедать Лес Хаоса, используя этот вид постепенного метода, чтобы победить Чудо-город. Помимо этой стратегической ценности, лорд Чудо-города Чутянь решил провести свою свадьбу в городе Западного моря, и континент чудес также откроется в этот день. Большая Сухая Империя выбрала самый важный день, чтобы нанести тяжелые потери Чудо-городу, надеясь использовать этот импульс, чтобы создать тяжелые потери для Леса Хаоса. Ваше Величество! Перед нами огромное количество летающих объектов, они двигаются очень быстро. Считается, что это ракетное оружие Чудо-города. Большой Сухой Император сидел на центральной командной базе, когда гонец послал божественное послание, быстро сообщив о положении на фронте Большому Сухому Императору. Система связи этой эпохи не была развита, и в крупномасштабной армии было нормально, чтобы фронт и тыл были разделены несколькими милями. Это было бы слишком медленно, если бы они посылали сообщения устно, и использование сигнальных флагов вызвало бы хаос, поэтому самым продвинутым методом было использование божественного смысла. Сколько их там? Около нескольких сотен. Всего несколько сотен. Большой Сухой Император презрительно усмехнулся, услышав это. Чудо-город, казалось, завершил свою оборонительную линию, и они пытались остановить Большую Сухую армию Империи от входа в Лес Хаоса, чтобы остановить их от разрушения самого важного дня. Большой Сухой Император не беспокоился об этом поведении, скорее, это было именно то, чего он хотел. Если Чудо-город использует город для обороны, то их армии будет немного трудно атаковать. Если им придется сражаться на открытой местности, то, какой бы сильной ни была армия Чудо-города, они не смогут защититься от такого рода войск. Эта армия из Большой Сухой Империи была чем-то, чему даже настоящая империя не могла противостоять, не говоря уже об армии Чудо-города, которая не достигла уровня империи. Иначе они не пошли бы на все эти уступки ради защиты от остальных 6 империй. Пошлите приказ вниз. Большой Сухой Император сказал, даже не подумав, передняя линия откроет барьер. Линия фронта двинется вперед и встретит войска Лесного Альянса. Большая Сухая Империя собирала информацию об исследованиях Чудо-города. Хотя в городе было много вещей, и Большая Сухая Империя не могла понять большинство из них даже сейчас, по крайней мере, они не будут в темноте, как раньше. Что же касается ракет, энергетических пушек-источников и лазерных пушек, то Большая Сухая Империя изучала их и изучала способы защиты от них. Например, в Чудо-городе была ракета Уолбастер. Согласно исследованиям Большой Сухой Империи, этот вид ракеты появился, когда Лесной Альянс сражался с воюющим королевством Орлиных могил.
Этот вид ракет был специально использован против барьеров, он мог разрушить мощные крупномасштабные барьеры, поэтому он был очень опасен, когда две армии столкнулись. Большой сухой император избежал потерь, разделив армии на передний, центральный, задний, левый и правый легионы. Каждый легион имел свой собственный крупномасштабный барьер, и каждый барьер был многослойным, поэтому он был эффективен в сопротивлении разрушителю стены. Кроме того, Большая Сухая Империя знала, что в Чудо-городе есть такие вещи, как воздушные военные корабли. На этот раз Большая Сухая Империя специально послала элиту для воздушной обороны, они в основном отвечали за то, чтобы оставаться на том же уровне, что и воздушные корабли. Они немедленно уничтожат цель, как только найдут их, и уж точно не дадут им шанса сбросить бомбы на их головы. Это была всего лишь атака нескольких сотен ракет. Это не считалось чем-либо для армии Большой Сухой Империи, эта слабая атака показала, что Лесной Альянс не был готов, так что их линия фронта не будет такой уж сильной. Чудо-город зависел от этих высокоуровневых технологий, как от их главной ударной мощи, им самим их совершенно не хватало, без каких-либо мощных солдат и экспертов. Поэтому нельзя затягивать битву с Чудо-городом, нужно было немедленно подойти. Это был единственный способ уменьшить число жертв. Когда у Большой Сухой Империи была такая идея? Внезапно сверху раздался скрежещущий звук, большой луч света проник сквозь облака и упал вниз из далекого космоса. Это было похоже на меч правосудия, пронзающий их строй и точно поражающий то место, где сейчас стоял Большой Сухой Император. Дюжины воздушно-десантных кавалеристов, через которые он прошел, и два специальных гонца были убиты, не имея возможности защищаться вообще. Что происходит? Откуда взялась эта атака? Сердито спросил Большой Сухой Император. Их армия явно подготовила воздушную гвардию, а затем без всякого предупреждения встретила атаку, свалившуюся с неба. Это повергло его в шок и ярость, когда он закончил, вниз молниеносно упал еще один луч света. Эта атака обрушилась на командный центр фронта и Срединной армии, мгновенно создав довольно много жертв и хаоса, за ним быстро последовал третий луч света. Эта атака пришлась на командный пункт фронтовой и тыловой армии. Позиция этой атаки была очень четкой и точной. Он был явно нацелен на командные центры армии Большой Сухой Империи. Большой Сухой Император не смог сдержать свой гнев, когда отдал приказ «Откройте барьер». Прежде чем этот приказ был даже отправлен вниз, шокирующая сцена ошеломила Большую Сухую Армию Империи. В небе были десятки тысяч маленьких точек. Каждая из них была ракетой, летящей со скоростью в 10 раз быстрее скорости света, разбрасывающей хвосты пламени. Да что же их так много? Откуда они стреляли? Армия Большой Сухой Империи потеряла дар речи. Такого рода крупномасштабная атака определенно имела бы разрушительный эффект для их армии. В приказах не было нужды, так как все легионы открыли заслоны. В это время посыпался дождь ракет, и все они нацелились в центр локации, где находился Большой Сухой Император. Он мгновенно нанес большой урон, даже причинив немалый урон войскам козырной карты. Самым важным было то, что после этого ужасающего раунда атак Центральная армия уже была в хаосе, и возникла проблема с их командной цепочкой. Лучи света падали один за другим, каждая атака не упустит шанса поразить командный центр. Хотя эти атаки не имели никаких разрушительных последствий для армии Большой Сухой Империи, она отправила эту армию из более чем миллиона человек в хаос. Не было никакого способа послать приказы, и все виды ошибок появились в отчетах, заставляя строго хорошо обученную армию впадать в хаос. Более чем миллионная армия была близка к развалу. Глава 634. Слабые сражаются с сильными. Атаки оружия дальнего космоса Чудо-города прекратились. Конечно, это не было проявлением милосердия со стороны Чутиня и Мэн Цинву. Хотя оружие дальнего космоса имело хорошие эффекты, процесс загрузки боеприпасов в него был очень хлопотным. Каждый раз, когда он загружался, требовалось 7 дней, поэтому они могли использовать его только для преследования врага и не могли использовать его для уничтожения основных сил вражеской армии. Но дальнее космическое оружие Чудо-города достигло своей цели. Потери, вызванные несколькими атаками, не считались большими, но они преуспели в создании хаоса в этой армии. Этот хаос был в основном катастрофой, тысячи маленьких подразделений были близки к краху, суетясь вокруг, как куча обезглавленных цыплят. Не было никакой возможности послать приказ о нападении, так что армия полностью потеряла способность сражаться. Чутянь издали наблюдал за вражеской армией. Он видел, как плотная армия рванулась вперед, как приливная волна, но после нескольких фейерверков они уже бегали вокруг, как обезглавленные цыплята. Хаос полностью заполнил армию. Неплохо.
Чутянь показал слабую удовлетворенную улыбку. Теперь мы можем сделать ход. Приказы Чутяня были посланы всей армией через умный мозг, так что все были готовы к бою. 4 центральных военных корабля двинулись вперед, и боевые части быстро заняли свои места. Каждый военный корабль был длиной около 200 метров, и каждый корабль был покрыт источником энергии и лазерными пушками. Каждый корабль имел мощную систему обороны, а также был окружен 20 боевыми воздушными кораблями и 3 сотнями истребителей «Черный гром». Это была очень мощная современная армия. Когда армия Большой Сухой Империи столкнулась с мощной армией Чудо-города, все они показали потрясение и недоверие. Но их формирование было в полном хаосе, и никаких приказов не поступало. Армия потеряла свою сплоченную силу и могла сражаться только как отдельные личности. Индивидуальная борьба привела к тому, что некоторые люди бежали, некоторые защищались, некоторые нападали, а некоторые наблюдали. Не было ни одной эффективной тактики. Неужели в этой битве не может быть хаоса? Может ли быть сплоченность в такой борьбе? Все легионы выглядели так, словно были полностью разбиты, и если было сказано, что совершенная координация Чудо-города позволила их силе увеличиться еще на 30%, то хаос Большой Сухой Империи привел к тому, что их первоначальная сила уменьшилась еще на 30%. Так что сейчас самое подходящее время для атаки. Умный мозг Чудо-города вычислил их маршруты атаки, Чутяню не нужно было ничего направлять, и армия могла атаковать, когда хотела. Хонг. Сотни орудий на военных кораблях выстрелили одновременно. Оружие было похоже на плотный шторм, обрушившийся на вражескую армию. Боевые дирижабли последовали за ними, и на них обрушился еще один энергетический шторм. Большая Сухая Империя понесла тяжелые потери от этой волны нападений. Тяжелые потери от этой прямой конфронтации нанесли серьезный удар по их моральному духу, хотя армия Большой Сухой Империи не была слабой. Как только они потеряли свой боевой дух, у их солдат не было никакого намерения сражаться вообще. Как могла армия, потерявшая всякое намерение сражаться, победить? Чудо-город воспользовался этой возможностью, чтобы продолжать посылать мощные атаки. 300 истребителей начали двигаться. Эти истребители были подобны мечам в руках Чудо-города. Хотя их разрушительная мощь не могла сравниться с большими боевыми кораблями, заряженными пушками, они были гораздо более мобильными и гибкими по сравнению с военными кораблями. Все эти истребители поддерживались умными мозгами, поэтому они атаковали врагов, как метеоры, сметая большие группы врагов, как серп срезает пшеницу. Они увидели еще один шанс и атаковали вглубь вражеского лагеря, нанося тяжелые потери, чтобы помешать командным пунктам перестроиться. Большая Сухая Империя уже не имела возможности посылать приказы. Когда коллектив Большой Сухой Империи действовал независимо, главная армия Чудо-города наконец увидела шанс атаковать. Там были мех-костюмы и роботы, которые взлетали в воздух, в общей сложности около 100 тысяч. Хотя они были довольно большими, они вообще не нуждались в приказах. То ли это были солдаты мех-костюма. Или роботы-солдаты. Эта армия получала централизованные приказы из далекого Чудо-города, они видели планы, которые формировались после того, как умные мозги анализировали ситуацию. Все эти планы были скорректированы для каждого отдельного человека, точно посылая инструкции каждому солдату. Независимо от того, что происходило, умный мозг мог проанализировать текущую ситуацию, чтобы создать наиболее подходящий метод обороны или атаки. Это была совершенная и непобедимая командная система. 50 тысяч роботов-солдат не были слабыми, имея очень сильные системы атаки. Всего лишь одного мощного источника энергии было достаточно, чтобы посеять хаос в армии Большой Сухой Империи, не говоря уже о том, что роботы не просто имели единственную мощную энергетическую пушку, но и энергетические пушки источника, лазерные пушки и даже устройства самоуничтожения. У них не было эмоций, у них не было жалости, у них не было страха. Они действительно были холодными и совершенными солдатами. 50 тысяч солдат в мех-костюмах были солдатами, тщательно отобранными из Лесного Альянса и Мира Чистилища. Эти солдаты уже имели довольно хорошую силу, и, кроме того, в скафандре меха каждый из них обладал ужасающей силой. Несмотря на все усилия, их сила не уступала солдатам Большой Сухой Империи. Когда Большая Сухая Империя встретила третью волну непрерывных атак, миллионная армия была близка к краху. Повелитель драконов, наблюдавший издалека, не смог сдержать эмоционального вздоха. Мы все еще недооцениваем Чудо-город. Совершенно верно. Я никогда бы не подумал, что армия Чудо-города достигла такого уровня. Ярость грома тоже вдохнул. Хотя Чудо-город пришел в лес хаоса только на 1-2 года, их сила уже превзошла их, технология Чудо-города становится все сильнее и сильнее. С такой передовой армией, возможно, никто не сможет сравниться с ними в будущем на континенте. «Не теряй времени», — сказал Ланселот, — «нам тоже нужно двигаться».
Подкрепление Лесного Альянса также присоединилось к битве. На этот раз Большая Сухая Империя была вдавлена в землю. Не было ничего странного в том, что армия численностью более 1 000 000 человек сражалась несколько дней без остановки. Чудо-город полностью рассеял Большую Сухую Империю, и им понадобится день или два, чтобы перегруппироваться. Они сражались уже полдня, и Большая Сухая Империя понесла тяжелые потери, причем Чудо-город был в выигрыше. Большая Сухая Империя не была глупой, они не могли отступить. Если бы такая большая армия отступила еще до того, как они достигли Западного моря, то это сильно сказалось бы на ее престиже. Не говоря уже о том, что им потребуется несколько дней, чтобы отступить, и свадьба уже закончится, так что это значительно уменьшит эффект этого сражения. Убить они не могли остановиться, Большая Сухая Империя послала своих старших генералов, полностью игнорируя нормальную элиту. Он собрал козырную армию империи, которая была силой, способной легко победить армию Чудо-города. 6 империй, сотрудничавших с Чудо-городом, не могли присоединиться к этой битве, их армия была намного слабее по сравнению с ними. Как армия Чудо-города могла сражаться против объединенных армий 3 империй, Чутянь держал свой меч, когда вел своих солдат убивать довольно много врагов. В это время юная мисс послала сообщение через умный мозг. Мы заметили, что самые сильные силы Большой Сухой Империи собираются вместе. Они, кажется, готовы отбросить нормальную армию и собрать вместе козырные армии. Лучше всего, если вы не столкнетесь с их сильнейшими армиями. Это, в конце концов, козыри власти уровня империи, так что лучше всего оставить его на 6 сил уровня империи, чтобы справиться. Эти ребята реагируют довольно быстро. Распределение сильнейших солдат Большой Сухой Империи было линией, пересекающей середину, но теперь эта линия была готова образовать шар. Если бы им позволили сбиться в кучу, их боевую мощь нельзя было бы недооценивать. Чутянь сказал Мэн Цинву: «Пришлите мне живую карту». Мэн Цинву передала карту, анализируя численность и численность противника. Подкрепление 6 империй еще не прибыло, нам нужно оттянуть как можно больше времени. Мэн Цинву спросила: «Что ты собираешься делать? Прервать их?» Не раздумывая, сказал Чутянь: «Пусть армия роботов и мехов, а также истребители последуют за мной. Мы одним махом перережем их главную армию». Мэн Цинву чувствовала, что это было слишком рискованно, но это было эффективно, чтобы остановить врага от сбора своих сил. Бойцов больше нельзя было задерживать, поэтому она быстро дала умному мозгу спланировать их путь. Умный мозг проанализировал состав вражеской армии и, наконец, зафиксировался на относительно слабой области. До тех пор, пока они могли отделить врага здесь, они могли, по крайней мере, отрезать 50 000 врагов. Они сделают это, Чутянь даже не думал об этом, ведя 100 000 солдат в атаку на Большую Сухую Империю. Козырные армии империй были подобны небу и земле по сравнению с обычными элитами. Хотя им было трудно получить конкретные приказы, эта армия не была такой хаотичной в результате. Но когда они увидели, что Чудо-город берет на себя инициативу атаковать их, все эти солдаты были потрясены. Чутянь не сдержался и крикнул: «Пусть армия роботов нападет первой, взорвется и заберет врага с собой, если понадобится. Мы должны уничтожить их всех». Армия роботов, управляемая умным мозгом, улетела. Они были похожи на мотыльков, которые не боятся смерти, коллективно вылетая, чтобы атаковать врага. Глава 635. Возвращение, чтобы жениться замуж. Когда десятки тысяч роботов улетели, бесчисленные пропеллеры создали потоки энергии в воздухе, заставляя воздушные элементы впадать в хаос. Все эти роботы достигли максимальной скорости, и все они освободили свои защитные барьеры, полностью игнорируя нормальную армию, окружавшую их, и атаковали прямо на формирование Большой Сухой Империи. Они образовали кровавую дорожку, когда атаковали медленно собирающуюся армию в центре города. Лицо Большого Сухого генерала Империи вытянулось: «Чудо-город атакует, все будьте осторожны». Основные армии были достойны того, чтобы быть козырными картами Империи, их качество не было чем-то, с чем обычные армии могли бы сравниться. Добавляя к этому тот факт, что они находились в основном районе расположения армии, воздействие атаки ранее было не столь сильным. Поэтому даже без централизованных порядков их формирование не превратилось в хаос. Теперь, когда они столкнулись с мощной атакой противника, они автоматически вошли в оборонительный строй. Бесчисленные чудо-роботы города были похожи на пауков, летающих в небе, с энергией, сверкающей вокруг каждого из них. Это был эффект, производимый энергетическими щитами и энергетическим оружием. Генерал Империи высоко поднял свое копье и крикнул: «Встречайте атаку! За Большую Сухую Империю!» Десятки тысяч роботов выпустили десятки тысяч лучей света, мгновенно рассеяв обычные армии Большой Сухой Империи.
Когда основная армия Большой Сухой империи встретила это нападение, все они имели серьезные выражения, поскольку они сформировали оборонительный строй. Эти армии походили на крепкие крепости. Бесчисленные лучи света падали на них, но они не двигались, как будто не получили никаких повреждений. Армия роботов приближалась, и не было никаких необычных движений с обеих сторон, поскольку они непосредственно сталкивались друг с другом. Армия роботов Чудо-города мгновенно встретила мощное сопротивление. Основная армия Большой Сухой империи полностью отличалась от обычной армии, каждая из них имела боевую мощь в истинном царстве духов, а некоторые офицеры даже были ужасающими существами в царстве небесных владений. Когда они собирались вместе, их коллективную силу было трудно себе представить. Эти марионетки-солдаты хотят угрожать солдатам нашей Большой Сухой империи, разгромить врага и вернуться в строй. Основная армия Большой Сухой империи не тратила слишком много сил, блокируя армию роботов Чудо-города. Они видели, что сила Чудо-города была только на этом уровне, поэтому они немедленно перешли из оборонительного строя в атакующий. Они хотели быстро справиться с этим барьером, а затем использовать свои основные силы, чтобы одним махом захватить город Западного моря. Кавалерия Золотого Драконьего Ястреба поднялась в воздух, и руны на их золотых доспехах засветились. Они были похожи на небесных солдат, падающих с неба. Он был всего лишь обычным всадником-драконом, но его техника культивирования и культивирование не были простыми. Копье в его руках выскользнуло наружу и послало дракона потопа лететь по небу, ударив несколько раз своими ужасающими когтями. Эта яростная атака приземлилась на робота одновременно, но была заблокирована слоем энергии вокруг робота. Этот слой энергии блокировал 3-4 атаки, прежде чем покрылся трещинами, и энергия медленно потускнела. Смерть. 5-я атака пробила тело робота. Этот процесс казался затянутым, но на самом деле он был очень быстрым и занял всего 1 мгновение. Но робот не остановился, его тело выпустило разрушительные руны, активировав функцию самоуничтожения, когда он бросился на солдата. Это плохо. У этого солдата не было времени, чтобы насторожиться, когда робот внезапно взорвался. Ужасающая энергия вырвалась наружу и мгновенно поглотила его вместе с лошадью. Эта энергия внутри робота была очень сильной, и если бы она была выпущена сразу, это был бы взрыв энергии источника высшего сорта. Низкоуровневый истинный культиватор духа без любой подготовленной обороны мог только умереть, когда он встретил этот вид взрыва. Солдаты Большой Сухой империи недооценили методы Чудо-города. Хотя роботы не были настолько сильны в их глазах, тысячи этих роботов, инициирующих такого рода самоубийственную атаку, были просто ужасны. Такого рода взаимоуничтожение не было видно на обычном поле боя, такого рода подвиг не мог произойти даже с самыми героическими и храбрыми воинами. Только армия роботов без всякой мысли, управляемая умным мозгом, могла сделать что-то подобное. Слишком страшно, с кругом диких мотыльков, ныряющих в пламя своего рода атаки. Армия роботов подавила основную козырную армию империи всего лишь десятками тысяч солдат, а также причинила им немало потерь. Были ли это солдаты Большой Сухой империи или сама Большая Сухая империя, потому что они должны были иметь надежный авангард, вся армия пришла из Большой Сухой империи. И если бы эта армия была подавлена Чудо-городом, мощь Большой Сухой империи в этой коалиционной армии была бы значительно уменьшена, что сильно повлияло бы на доверие всей армии и доверие их союзников. Мало того, что это будет очень хлопотно для всего формирования, когда дело дойдет до их первого боя, это может вызвать трение между их альянсом, неважно, насколько Большой Сухой император не хотел признаваться в этом. Были ли это обычные солдаты или солдаты ядра в авангарде, все они были отправлены в рассеяние. Теперь для них было невозможно собраться с основной армией, не говоря уже о том, что другие атаки Чудо-города достигли их формирования. Они изо всех сил пытались справиться, так что отступать было некуда. Проклятый Чудо-город. Все почувствовали, как ужасающая атака упала с неба, когда гигантские мечи посыпались вниз, мгновенно превратившись в плотный дождь. Он накрыл солдат Чудо-города и убил более 100 человек, а также смешался с некоторыми большими сухими солдатами армии империи. Это был эксперт небесного домена высокого уровня. Когда все посмотрели вверх, они увидели мечника, стоящего в воздухе. Это был никто иной, как знаменитый военный король Большой Сухой империи Цзин Уин. Это был эксперт в области 7-го небесного доменного слоя, крупный персонаж, известный на всем континенте. Большой Сухой император должен был сидеть в середине строя и не мог лично сделать шаг. Когда он обнаружил, что армия фронта находится в хаосе, он мог только послать своего помощника, военного короля Цзин Уина. Цзин Уин был одним из самых могущественных персонажей Большой Сухой империи, поэтому он стал центром армии, как только появился. Он притягивал к себе рассеянные силы, как магнит. Все получают мои приказы. Цзин Уин бесстрастно сказал: «Отступи со мной».
Хочешь отступить? Как это может быть так просто? Прежде чем большая сухая армия успела отреагировать, в небе внезапно появилась фигура. Длинная мантия эльфийского короля Ланселота развивалась на ветру, а в руке он держал древний лесной скипетр. Он спустился с облаков, чтобы напасть на Цзин-Ин. «Сначала победи меня». Эльфийский король Вечного Леса Цзин-Уин быстро поднял свой меч, чтобы послать 10-метровый меч света, но Ланселот небрежно шлепнул его вниз скипетром в руке. Вокруг Цзин-Уина появилось множество растений, которые извивались вокруг него, как ядовитый змей, обволакивая Цзин-Уина, как вареной рисовой клетки. Ланселот упал рядом с Цзин-Уинем и ударил его своим длинным посохом, мгновенно отправив его в полет. Эта атака нанесла серьезный урон Цзин-Уину, и вся духовная энергия в его теле стала медленнее. Он увидел, что эльфийский король снова подошел к нему и проревел: «Маленький Чутянь, приходите и сразитесь со мной, если у вас есть навыки. Какое умение есть в борьбе, как черепаха?» Этот вид бессмысленного подстрекательства был совершенно бесполезен против Чутяня. Цзин-Уин снова закричал: «Что? Ты боишься?» Ланселот покачал головой и снова поднял свой длинный скипетр. «Эльфийский король, пожалуйста, подожди». Чутянь чувствовал себя достаточно скучно и видел, что духовная энергия Цзин-Уина была затронута, в результате чего его сила значительно уменьшилась. Он был уверен, что справится со своей силой, поэтому слабо улыбнулся: «Хорошо, как хочешь, я поиграю с тобой». Ланселот был ошеломлен, не имея достаточно времени, чтобы остановить его. Чутянь взлетел в небо, но не полетел, а воспользовался короткими телепортами в воздух. Он телепортировался 5-6 раз в секунду, и воздух наполнился образами Чутяня. Его правая рука вытащила черный меч из пространства и собрала интенсивную разрушительную и пространственную энергию, нанося удар по Цзин-Уин. Черт, Цзин-Уин поднял меч, чтобы блокировать удар. Он все еще был экспертом по доменному слою 7-го неба. Хотя его развитие упало из-за того, что он был серьезно ранен эльфийским королем, он не должен был проигрывать такому сопляку, несмотря ни на что. Когда их мечи столкнулись, окружающий воздух раскололся, и меч Цзин-Уина разлетелся на куски. Чутянь использовал только один удар, чтобы оттолкнуть уважаемого военного короля. Ты на самом деле, Цзин-Уин никогда не думал, что Чутянь уже достиг уровня небесных владений, и он никогда не догадывался, что Чутянь обладает такой высокой боевой силой. Хотя его духовная энергия была уменьшена, это только заставило его спуститься на 1-2 слоя, так что он пропустил целых 5 слоев в этой битве. Чутянь послал бесформенный меч. Несмотря ни на что, Цзин-Уин был все еще кем-то, кто был экспертом в течение долгого времени. Хотя бесформенный меч обладал мощной силой, он все еще мог уклониться от него с помощью своих реакций. Нынешнее положение Цзин-Уина было очень плохим, так как здесь присутствовал такой эксперт, как Ланселот, и ему будет нелегко сопротивляться. Собственно говоря, отступление было самым правильным выбором. Но Цзин-Уин не мог отступить, и если бы Цзин-Уин отступил, то армия фронта была бы разгромлена и главная армия была бы сильно затронута. Не говоря уже о том, что с наблюдением Ланселота было бы нелегко для Цзин-Уина отступить. Так что лучше всего было взять Чутяня в плен во время боя. Хотя этот парень прорвался в Царство Небесное, он все равно терял контроль в критические моменты, поэтому Цзин-Уин был уверен в этой борьбе. Массив меча без тени. Меч в руке Цзин-Уина растворился в воздухе, и вокруг него появились десятки тысяч невидимых мечей Ци. Эти мечи Ци прятались в пространстве и могли в любой момент поднять дикий ветер. Пока сила высвобождалась, она создавала ужасающую бурю Ци меча. Хотя окружающие солдаты непосредственно не участвовали в битве, шторм Ци меча Цзин-Уина пронесся над ними и мгновенно превратил их в куски. Кровь и плоть смешались. Наконец, все они подошли к Чутяню. Цзин-Уин был в воздухе и управлял своим мечом, чтобы летать во всех направлениях. Он хотел использовать массив меча без тени, чтобы контролировать Чутяня, и использовать этот шанс, чтобы взять Чутяня в заложники. Кто бы мог подумать, что Чутянь проигнорирует мощную Ци меча вокруг него. Он медленно открыл глаза и увидел один серебряный зрачок и один белый зрачок. Чутянь открыл сразу 2 силы, это было одно из главных изменений после того, как он достиг Небесного Царства. Раньше Чутянь мог использовать только один вид силы во время битвы, но теперь он мог активировать 2 вида силы. Белый цвет символизировал пространство, а серебряный — время, то есть 2 энергии высшего уровня. Нормальные люди, имеющие одну, будут считаться кем-то избранными небом, так есть ли необходимость упоминать о том, что у них есть 2 сразу? Пространство-время застыло. Чутянь высвободил свою энергию, и куда бы она ни пошла, окружающее пространство и время застыли, словно покрытые льдом.
Это заставило десятки тысяч ци меча вокруг него замереть. Цзин Уин изобразил на лице удивление, как это возможно. С нынешним развитием и силой Чутиня, если бы он высвободил только один вид энергии, будь то энергия пространства или времени, он вообще не смог бы блокировать силу Цзин Уина. Однако пространство и время произошли из одного и того же источника, и они могли объединиться, чтобы увеличить свою силу в несколько раз. Чутянь выпустил всю свою духовную энергию, заставляя серебряную и белую энергию окружить его черный меч. Бесфазный пустой удар. Это свечение меча вспыхнуло в воздухе, двигаясь со скоростью, невидимой невооруженным глазом. Он проник сквозь пустоту с разрушительной силой. Цзин Уин застыл в воздухе с недоверчивым взглядом, прежде чем его защитная духовная энергия разрушилась. Его тело раскололось пополам, и он упал с неба. Воинственный король мертв. Армия Большой Сухой Империи мгновенно наполнилась хаосом. Воинственный король Цзин Уин был одним из самых сильных людей в Большой Сухой Империи, но этот вид могущественного существования умер от клинка Чутиня, что разрушительно сказалось на их моральном состоянии. Поэтому тот кусочек морального духа, который создал Цзин Уин, теперь был разрушен, и они рухнули еще быстрее, чем раньше. Чутянь достиг своей цели, и его энергия была полностью израсходована, поэтому он активировал свою пространственную энергию и вернулся с линии фронта. Моя задача выполнена. Юная мисс уговаривала меня вернуться. Чутянь кивнул Ланселоту, Нитхоггу и остальным. Я оставляю линию фронта вам всем, мне нужно вернуться, чтобы жениться. Все посмотрели друг на друга с горькими улыбками. Эту важную большую битву Чутянь фактически рассматривал как игру. Это действительно заставляло людей сомневаться, смеяться им или плакать.